Тайная встреча украинского и китайского представителей. Кадыров принуждает палестинских беженцев собирать авто для войны, а украинские пограничники укрепляют границу с Белоруссией. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Глава украинской разведки анонсирует новую операцию русских добровольцев в тылу РФ. Путин стал жертвой собственной пропаганды. Они перегрели свое общество, сказав, что они самые могущественные во всем мире. В США кардинальные изменения настроений. Москва и Киев удивлены заявлениями. На кону помощь Украине. История судит нас за то, что мы делаем. Сейчас критически важное время, определяющее время на мировой арене. Украина готовится к мобилизации осужденных. В Киеве назвали количество тех, кого освободят из-за решетки. Те, що зараз буде відбуватися, ми подивимося дійсно, які будуть прописані механізми, і як це буде йти. Всем привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию после ракетного удара со стороны России. Искандерами оккупантов убиты 18 человек. 78 получили ранения. Среди них, по информации МВД, 4 детей. В больницах остаются 37 человек, сообщают местные власти. Ракеты прилетели практически по центру города, по объектам социальной и гражданской инфраструктуре. Речь идет о больнице, гостинице, учебном заведении. В Чернигове начинает работу Центр помощи жителям, которые пострадали в результате атаки росіян. Зволікання наших західних партнерів приводить до збільшення кількості невинних жертв серед українців. Ще раз співчуття всім рідним і близьким загиблих, одужання постраждалим, горіти в пеклі нелюдам на болотах. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица назвал действия Кремля террористической атакой и возмутился бездействием генсека ООН Гутерриша, который часто выражает лишь глубокую обеспокоенность. Кислица адресовал специальное обращение, кроме Гутерриша, еще и президенту 78-й сессии Генассамблеи ООН Денису Фрэнсису, постоянному представителю Мальты при ООН Ванессе Фрейзер и исполнительному директору ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, а также офису специального представителя ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов. Эти атаки являются одним доказательством теоретической природы российских вооруженных сил и связанных с ними вооруженных групп, указанных в нашем ежегодном отчете о детях и вооруженном конфликте. Преступления агрессии, военные преступления и преступления против человечности, совершенные Российской Федерацией, в очередной раз свидетельствуют о недопустимости бездействия в отношении нелегитимного присутствия России в Совете Безопасности ООН. В планах Украины устроить парад победы в Москве, а в мечтах россиян оккупация всей Украины. Однако эти варианты маловероятны. Так считает глава украинской разведки Кирилл Буданов. В интервью «Вашингтон-Пост» он повторяет: оккупанты пойдут в наступление в конце весны, начале лета. Кремль сосредоточит свое внимание на том, кто станет следующим президентом США. Кроме того, длительность войны зависит от того, как долго еще продержится московский режим. Буданов высказался о возможном президентстве Трампа, а еще анонсировал новые удары по тыловым объектам России и новые рейды и операции русских добровольцев внутри Российской Федерации. Путин стал жертвой собственной пропаганды. Они перегрели свое общество, сказав, что они самые могущественные во всем мире, и он сам начал в это верить. Но оказалось, что их армия не так сильна, как они думали. А еще, когда вы, скажем, находитесь в Санкт-Петербурге и видите войну только по телевизору, вы всегда будете ее поддерживать. Но люди начинают нервничать, когда атакуют какой-то объект рядом. Что касается Трампа, я очень уважаю эту личность. В его жизни было 9 случаев, когда он поднялся на вершину, упал на самое дно и вернулся на вершину. Но что касается любого мирного плана, то даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день.
В Киеве назвали количество осужденных, которые могут быть мобилизованы. Однако еще до конца не решен вопрос, все ли осужденные могут проходить службу в рядах ВСУ. Например, Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому запрещена мобилизация тех, кто совершил преступления против основ нацбезопасности Украины. Не могут мобилизовать также коллаборантов, убийц и тех, кто совершил другие тяжкие преступления. Обсуждают также, что коррупционеры тоже не смогут попасть в ряды ВСУ. В других же случаях осужденные смогут занять не только должности рядовых, но и сержантов и офицеров, говорят в Верховной Раде. Представители украинской власти уверены, что это непопулярные решения и они могут кому-то не нравиться, но направлены при этом на победу. Те, що зараз буде відбуватися, ми подивимося дійсно, які будуть прописані механізми, як це буде йти. Але ще раз кажу, механізми вже є, вони напрацьовані. Тепер потрібно буде зрозуміти, там ж говориться про окремі підрозділи, я з цим згоден, що мають бути окремі підрозділи. Як воно саме буде відбуватися, це вже буде питання виконавчої влади, як вони будуть ці підрозділи формувати, Збройних сил безпосередньо, хто в них буде командирами, які завдання вони будуть виконувати і як взагалі ці підрозділи будуть функціонувати. Таке право є. Тепер задача все це відпрацювати. Це тяжке питання. Я скажу, щоб зразу не наділи, що в нас там, як в Росії, будуть сотні тисяч солдат, які там будуть звільнені. У нас не так багато. І за окремими цифрами, приблизними, які, коли я досліджував це питання, мені казали, ми можемо сподіватися не більше, ніж там до 10 тисяч військовослужбовців. При наших потребах в мобилизации, це ничего. Тайная встреча украинского и китайского представителей прошла в КНР. В частности, речь идет о после Украины в Китае Павле Рябикине и спецпредставителе КНР Ли Хуэе. Китайская сторона не разглашает деталей, их и правда немного. Известно, что переговоры прошли в среду, обсуждалась война в Украине. Китайская сторона традиционно называет войну кризисом. Кроме того, известно, что стороны обменялись мнениями относительно китайско-украинских отношений и вопросов, которые представляют общий интерес. Сообщение китайский МИД сопроводил совместным фото Рябикина с товарищем Ли. В Украине же сообщили, что во время переговоров стороны отметили, что взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости является незыблемой основой украинско-китайских отношений. Ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой. В Госпогранслужбе Украины показали то, как военные мониторят участок границы, который проходит по одной из рек на севере страны. В Киеве говорят, что на данный момент укреплена береговая линия таких водных участков границы и круглосуточно ведется наблюдение, в том числе благодаря катерным патрулям и спецкамерам. В ГПСУ не уточняли, пытались ли российские или лукашенковские военные в составе ДРГ попасть на территорию Украины, однако уверяют, что следят за возможным нарушением приграничного режима. Не так спокойно, как на севере Украины у западной границы. О себе не дают забывать поляки, которые продолжают свои протесты. Зараз блокуються два напрямки, це Ягодин і Рава-Руська. І, на жаль, через ці два пункти пропуску фактично відсутня можливість проїзду вантажівок, які слідують з України в Польщу. Нульові показники мали і за минулу добу, і за попередню добу. І така ситуація вже триває певний час. Этими направлениями польские фермеры не ограничились и заблокировали еще два. Причем грузовики не выпускают и не впускают из и в Украину. В Госпогранслужбе Украины заявили, что этот протест может продлиться до пятницы или же 9 часов утра субботы. Кадыров нашел применение жителям сектора Газа, которые приехали в Грозный после нападения Хамас на Израиль. Теперь, судя по всему, палестинцы будут собирать лады, которые россияне время от времени получают за гибель оккупантов во время так называемой СВО, а также джихад-автомобили, которые Грозный планировал отправлять на войну РФ против Украины. Теперь дело осталось за малым. Палестинцы должны выучить русский язык и тогда станут полноценными работниками Чечен-Авто.
Будет очень трудно работать без знания русского языка. Тем более надо проходить обучение и переподготовку для трудоустройства. Я призываю палестинцев, проживающих в Чеченской Республике, уделить внимание языковым курсам, которые мы вам бесплатно предоставляем. Их надо исправно посещать. В ближайшие несколько недель Украина получит дополнительную систему ПВО IRIS-T. Итого их у Киева будет уже как минимум 4. Об этом стало известно во время визита вице-канцлера Германии Роберта Хабека и главы оборонного предприятия Хельмута Рауха в Киев. Обещают передать ПВО Украине и другие страны. Я думаю и надеюсь, что во всей Европе мы услышали призыв Зеленского усилить противовоздушную оборону. Это крайне важно. Они должны быть в состоянии защитить своих солдат, своих граждан, свою инфраструктуру, и поэтому им просто необходимо усилить противовоздушную оборону. Не лучше ли нам отправить несколько наших собственных систем противовоздушной обороны в Украину, в то время как они, а не мы, ежедневно борются с постоянными российскими атаками? Мы знаем, что у нас есть системы в Европе, и некоторые из них сейчас необходимо доставить в Украину. И я думаю, что ответом на этот вопрос, конечно же, будет «да». Удивил своим заявлением и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Он не исключает возможное нападение России на страны НАТО, в частности Польшу, и добавил, что лучше доставить в Украину оружие, а не отправлять американских военных. История судит нас за то, что мы делаем. Сейчас критически важное время, определяющее время на мировой арене. Я бы мог принять эгоистичное решение и поступить по-другому, но я делаю то, что считаю правильным. Я считаю, что оказание помощи Украине сейчас критически важно. Я действительно так считаю. Я действительно верю нашим разведданным, брифингам, которые мы получаем. Я действительно считаю, что Си Цзиньпинь, Путин и Иран — это ось зла. And your final result is 353. That means a new Guinness World Records title. Congratulations! На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором нашего канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.